Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертоглу Турецкие узоры. Сегодня я хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот тапочки. Тапочки связаны полностью спицами на размер с 36 по 39. Вот так вот вам хочу сказать. Значит, на 37-38 проходят. 39 немножечко увеличим по длине. На 36 по ширине тоже проходит, но по длине вот эту вот часть немножечко будем уменьшать. Значит, узор совсем не сложный. Вот я на конвейере их пустила, сейчас уже третью пару делаю. В разном цвете совсем по-другому они смотрятся. Смотрите, вот если светлые цвета подобрать, вот такие вот нежненькие получаются. Я видео снимала сегодня, такой коричневый цвет подобрала, песочный, чтобы лучше было видно, что и как. Значит, одну пару, один следок я связала в течение дня. Это с перерывами на обед, на чай и кофе, поход в маркет. Вот, и еще видео сняла, так что спокойно один за день можно связать. Так, что нам для этого нужно? Значит, спицы у меня я вязала номер 2,5, крючок для поднятия петель. Потом у меня были одни круговые спицы еще. Тоже вокруг вязала круговыми спицами. Так, теперь что я сейчас сделаю? Я вам его сейчас сразу замеряю. Вот что это у меня получилось. Я его примерила. На 38 сидит отлично. На 37 тоже. Смотрите, в спокойном состоянии. Спокойном. 23 сантиметра от начала до конца. Растянуть. И можно до 25 дотянуть. Вот так вот. Значит, я детальки, когда вязала, тоже в сантиметрах измеряла. Пряжа у меня осталась вот коричневой, 35 грамм связала. Белый не взвешивала, но немножечко их пошло. Кремовый цвет. Что у меня за пряжа? Значит, в 100 граммах 250 метров. А в этих было 240, насколько я помню. Это у меня бежевые 250, а в этих 240. Ну, в общем, в этом районе. Любую пряжу можно подобрать. Метраж, если такой же, то туда вам мои расчеты подойдут. Так, ну что, вроде бы все сказала основное. Размер назвала, пряжу назвала. Переходим к вязанию. Значит, начнем вязание с мыска. Мысочек вот этот вот маленький я провяжу весь лицевыми петлями. Сейчас на спице номер 2,5 я наберу 13 петель обычным способом. Первый ряд провяжу лицевыми петлями. Набираем 13 петель и первый ряд провязываем лицевыми петлями. Первый ряд вяжем лицевыми петлями. Последнюю кромочную я провяжу изнаночной. Ох, затянула. Теперь второй, третий, четвертый ряд. В каждом ряду в начале, в конце ряда я буду делать по одной прибавке. Далее буду делать их через ряд, только по изнаночной стороне. Расширю до 25 петель мысок. Провяжу еще 2 ряда, один лицевой, один изнаночный, и буду вязать узор. Значит, сейчас вяжем все лицевыми, делаем прибавки, расширяем мысок. Все петельки вяжем лицевыми. В начале и в конце ряда делаю прибавку. Так, это у нас первый ряд. В начале ряда прибавку сделала, теперь в конце ряда вяжем до конца. Пришли в конец ряда, одна петелька осталась, одну накинула, добавила, и кромочную я провязываю изнаночной. Перешли на вторую сторону, и все точно так же делаю. Первую снимаю, одну добавила, все остальные вяжу лицевой.
Пришли в конец ряда. Вот у нас с предыдущего ряда прибавка, провязали ее. Еще одну делаю. Все кромочная. Вот так вот, значит, сейчас вяжем мысок, расширим его до 25 петель. Если нога широкая, можно 27 набрать. Опять же, зависит от пряжи, от вашей. Это я на свой метраж говорю. Так, петельку пропустить. Нет, добавила петельку. Все вяжем лицевыми. Расширяем мысок. Я к вам вернусь. Значит, расширила я мысок. У меня на спице 25 петель. 2 ряда я провязала еще, один лицевым, другой изнаночным по изнанке. Теперь подключаю белую нить и все петли провяжу белым цветом изнаночными. Первую снимаю, остальные все до конца ряда. Это у нас будет первый ряд узора, все провяжу изнаночными. Вяжем изнаночными до конца ряда, кромочную провязываю изнаночные. Провязали все изнаночными. Изнаночная сторона, все вяжем изнаночными. Первую петельку сняла, все до конца ряда вяжем изнаночными. Вяжем изнаночными все. Третий ряд, лицевая сторона, все петельки вяжем белым цветом лицевыми. Первую снимаю, все остальные вяжу лицевыми. Третий ряд вяжу все лицевыми, четвертый ряд по изнаночной стороне провяжем все изнаночными. Довязываем лицевыми до конца и по изнанке пройдем все изнаночными. Заканчиваем по изнанке четвертый ряд и последняя петелька. Следующий ряд у нас будет коричневым цветом. Я сразу цвет меняю, провязываю по изнаночной стороне последнюю петельку. Можно это делать по лицевой стороне. Я делаю по изнаночной. Так, провязали. Следующий ряд у нас будет идти коричневым цветом. Дальше что мы делаем? Первую снимаю. 3 петельки изнаночным. 3 петли провязываем изнаночными. Раз, два, три. Одну снимаем. Теперь вот сняли эту петельку. Нижнюю, вот она продолжается в самом низу. Снятая петелька в самом низу. Коричневая петелька у нас есть, поперечная, изнаночная. Мы ее поднимаем. Поднимаю, одела на спицу ее. Снятую петельку тоже сюда же перенесла. И эти две вместе я провяжу изнаночной петлей. Опять 3 изнаночных. Раз, два, три. Одну снимаю. Поднимаю одну внизу. Снятую петельку и поднятую петельку провязываю 2 вместе изнаночной петлей. Сняли их. Опять 3 изнаночных. Раз,
2, 3. Одну сняла, опустила спицу вниз, подхватила петельку, две вместе провязала. И так идем до конца ряда. Раз, два, три. Сняла. Петельку подхватываю сразу. Провязала две вместе. Раз, два, три. Опа. 3 провязала. Сняла. Что у нас остается? 1 кромочная и 3 изнаночных. Раз, два, 3. Кромочную провязываем. Переходим на изнаночную сторону. Коричневый цвет. Теперь все вяжем изнаночными. Все до конца ряда идем изнаночными. Потом по лицевой стороне пройдем все лицевыми. И по изнаночной еще один ряд пройдем все изнаночными. Значит, сейчас вяжем все изнаночными. Закончили изнаночными, перешли на лицевую сторону. Все петельки вяжем лицевыми. И по изнанке вернемся изнаночными. Вяжем. Довязываем изнаночный ряд до конца. В конце ряда я меняю цвет. Через каждые, получается, 4 ряда мы будем менять цвет. По изнанке у нас будут вот такие вот полосочки. Смотрите, первый ряд мы провязываем все изнаночными. Потом второй ряд по изнанке мы вяжем изнаночными. Третий ряд по лицевой стороне вяжем лицевыми. Четвертый ряд по изнанке опять изнаночными. И пятый ряд мы меняем цвет. Переходим на лицевую сторону. Так, теперь будем менять вот эти вот ячейки в шахматном порядке. Мы начинали, вначале у нас было 3 лицевых петельки. Теперь, значит, среднюю мы будем снимать. Значит, первую снимаю. 1 петелька изнаночная. Следующую снимаю. Подхватываю внизу вот белую. И снятую петельку переношу и 2 вместе провязываю белой нитью. У нас белая нить теперь идет изнаночной. Далее 3 изнаночных. Раз, два, 3. Одну снимаем. Вот снятая петелька. Я эту нить уберу, чтобы вам было понятнее. Снятая петелька. Вот под ней внизу. Изнаночная белая. Мы ее поднимаем. И снятая вместе со снятой провязываю изнаночную.
3 изнаночных, 3, одну снимаем. Я когда вяжу, эту нить не сбрасываю. Сняла, сразу нижнюю подняла, на спицу перенесли, снятую перенесли и 2 вместе провязываю изнаночные. Так идем до конца ряда. 3 изнаночные, одну снимаем, одну поднимаем, провязываем их вместе изнаночной петлей. Так что у нас здесь это сняли мы 3 изнаночных, одну петельку снимаю, подняла белую петельку, вместе провязали. Раз, два, три, одну снимаем, подняли, 2 вместе провязали. Раз, два, три. Снимаем одну петельку. Ой, чтобы спица не вылетела. Две вместе провязали. Одна изнаночная у нас остается и одна кромочная. Все. Вот такой вот узор. Вяжем это все в шахматном порядке. Через каждые 4 ряда будем менять цвета. Теперь что мы дальше делаем? По изнаночной стороне переходим, все вяжем изнаночными. Один ряд изнаночными. По лицевой стороне второй ряд лицевыми. Третий ряд опять изнаночными. Получается, что у нас будет 3 ряда лицевой глади. Вяжем все изнаночными. Провяжем так 3 ряда и перейдем опять на коричневый цвет. Провязываем 3 ряда сейчас белым цветом. Так, заканчиваю я вязать белым цветом последний ряд. Так, последняя петелька. Сейчас перейду на коричневый цвет обратно. Так, это у нас изнанка. Вот такой у нас по лицу. Провязали 3 ряда. Переходим на коричневый цвет и повторяем первый ряд. Что мы делали в первом ряду? Первые 3 петельки провязывали изнаночными. Первую снимаю. Первые 3 изнаночными. Раз, два, три. Вот. В шахматном порядке меняем. Теперь поднимаем. Вот петелька. Мы ее будем снимать и нижнюю поднимать. Снимаем. Подняли. Я сразу на спицу ее подхватываю. И снятую сюда. Две вместе провязываю. Дальше 3 петли изнаночными. Раз, два, три. Одну снимаем. Сняли. Нижнюю петельку изнаночную поднимаю. Провязываю 2 вместе снятую и поднятую петлю. Петлю, господи. Дальше 3 изнаночных опять. Узор очень простой. Раз, два, три. Одну сняли. Нижнюю подняли. 2 вместе провязали изнаночные.
Раз, два, три. Одну снимаем. Одну поднимаем. Две вместе. Так, идем до конца ряда. Раз, два, три изнаночным коричневым цветом. Одну сняла. Две вместе. И оставшиеся у нас 3 петельки провязываем изнаночными. Кромочную тоже провязываю изнаночной. Все. Далее по изнаночной стороне все вяжем изнаночными. Провязываем 3 ряда коричневым цветом изнаночный, лицевой, изнаночный. Переходим на белый цвет и опять вяжем так, как второй ряд. Чередуем ряды. Вяжем в шахматном порядке. Вот такой вот узор. Значит, что таким узорчиком дальше что я буду делать? Провяжу до разъема. Всего у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот на 12 вот этой вот ячейки я начну делать разъем. Довяжу до конца, замеряю в сантиметрах это. В общем, сейчас вяжем нужную высоту мыска. Закончила я вязать мысок. Так, на чем я остановилась? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6 ячеек у меня белых. Закончила коричневым цветом один ряд по лицу. Провязала коричневым изнаночными и по изнаночной стороне изнаночными петлями. Так, теперь что мы сделаем? Давайте померяем. Ширину получилось у меня 9 сантиметров. И высота 11,5. Теперь я буду делать разъем. Вот найдем серединку. Вот она, средняя петелька. Первые 11 петель провяжу по узору. У меня сейчас идут все лицевые. Раз, два, это у меня третий ряд. 11 петель провяжу лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь вот у нас средняя петелька. 2 вместе провяжу лицевой. Получилось у меня 12 петель на этой спице. Развернулась. И опять 2 вместе провяжу изнаночной по изнанке. Все, закрыла я с этой стороны петельки. Теперь раз, вяжу все изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель у меня осталось. Значит, через пару рядов, сейчас минуточку, этот тапочек, я вот здесь вот смотрите, вот здесь одну и здесь одну добавлю по одной петельке, расширю немножечко эту высоту, увеличу. Ну, если размер маленький, можно этого не делать. Так, это что у нас был 4-й ряд. Далее продолжаем вязать по узору. Перехожу на белый цвет. Что у нас по узору? Первая у нас изнаночная. Одну сняла. Одну поднимаем. 2 вместе со снятой петлей провязываю изнаночными. Все точно так же. 3 петельки изнаночной. Одну петельку сняла.
Одну подняла. На спицу ее перекинули. 2 вместе. Провязываю изнаночные. Так что у нас здесь остается 3 петельки и 1 кромочная у меня остается. Раз, 2, 3. Кромочную провязываю изнаночные. Все, вяжем сейчас в правую сторону. Далее по изнанке вяжу изнаночными. Потом ряд лицевой, ряд изнаночный, так как мы вязали мысок. И добавлю еще 2 петельки. Расширю, будет у меня 13 петель. Вяжем. Провязали белым цветом, перешли на коричневый. Что у нас здесь идет в начале ряда? В шахматном порядке. Значит, опять у нас здесь первый. Здесь у нас была снятая. Первые 3 петельки провязываем изнаночными. Так, теперь петельку снимаем. Петельку снимаем. Поднимаем одну. Провязали 2 вместе. Снятую, поднятую петельку провязали вместе. 3 изнаночных. Раз, два, 3. Одну петельку подняли. Одну сняли, одну подняли, то есть. Одна изнаночная и кромочная. Сейчас по изнанке в конце этого ряда я сделаю в конце ряда одну прибавку. Вяжем все теперь изнаночными. Предпоследнюю одну добавлю. Все, опять дальше продолжаем по узору. И следующий опять будет у нас белый. Будем менять в шахматном порядке. И через 3-4 ряда сделаю еще одну добавку. Когда вот у меня будут идти лицевые ряды, там я делаю одну добавку. Все провязываем. Значит, сейчас я провяжу боковую сторону до пятки. Вот так вот. Делаем разъем. Сколько у меня получится? Это где мы на белой остановились? Белый. Раз, два, три, 4, 5. 5 белых. И закончу коричневым цветом, да? В общем, провяжем нужную нам... Ой, куда-то я заехала. Нужную нам длину до пятки. Сколько у вас? Я довяжу до конца, потом замерю опять же в сантиметрах. Вяжем. Так, закончила я вязать правую половинку. Что у меня здесь получается? Еще сейчас закроем петли. 21 сантиметр. Так, теперь закончила я белым цветом. Закроем петли и пойдем вязать вторую половинку. По 2 петельки закрываю. Закроем все петли, обрежем нить. Так, теперь переходим, вязать будем вторую половинку. Что я сейчас сделаю? Так, вот средняя петелька.
Что ниточку нужно было вот здесь закрепить на задней части. Вот она у нас средняя петелька. Сейчас я вытащу отсюда петельку, чтобы не было дырочки. И 2 вместе провяжу. Подтянули. Далее у меня продолжается лицевая гладь. Так, одна у нас на спице. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одну петельку закрою по изнаночной стороне. Также провяжу 2 вместе. И потом по ходу вязания я добавила по одной петельке еще. Вот эту вот часть увеличила. Значит, сейчас дальше что мы делаем? Вяжем по узору. У меня также продолжается, как я вязала эту сторону. Все вяжу лицевыми коричневым у меня идет. Это у нас получается 1 ряд провязала, второй, это 3 и 4 пойдет по изнанке. Довязываем лицевыми, по изнанке возвращаюсь изнаночными. По изнанке довязываю изнаночными. 2 последних петельки тоже закроем. Следующий ряд у меня будет идти белым цветом, поэтому я сразу провяжу это, закрою их белым. Все, переходим на лицевую сторону. Вот такие. Сделали разъем. Теперь первую сняли, 1 изнаночная, 2, 3, 3 изнаночных, 1 снимаем, 1 поднимаем, провязываем 2 вместе, снятую петельку и поднятую, 2 вместе изнаночные. Далее 3 изнаночными. 1, 2, 3. 1 сняли, 1 подняли. Две вместе. 1 изнаночная, последняя кромочная изнаночная. Все. Вот так вот оно разъединяется у нас вот здесь вот получается. Далее вяжем по узору. Изнаночный ряд, лицевой и опять изнаночный. Переходим на коричневый цвет. Вяжем. Закончили вязать белым. Переходим на коричневый цвет. И продолжаем в том же духе. Первую сняли. 1 изнаночная. Что у нас здесь? Следующую снимаем. 1 изнаночную провязали, 1 сняли. Нижнюю петельку поднимаем. Провязываем 2 вместе. 3 изнаночными. 1, 2, 3. 1 сняли. 1 подняли. В конце у нас 3 изнаночных и 1 кромочная. Все. Точно так же провяжем вторую половинку. Закроем петли, я к вам вернусь и пойдем вязать дальше. Опять же я сделаю 1 прибавку и потом еще через несколько рядов сделаю еще 1. Ну, это опять же по мере необходимости. Все продолжаем изнаночными.
3 ряда провяжем изнаночный, лицевой, изнаночный. И опять переходим на белый цвет и дальше вяжем все по узору. Так вот, вяжем. Закончили вязать вторую половинку, закрыли петли. Теперь серединку я наметила еще, когда только в самом начале я вязала. Наберем петли по всему полотну. Значит, одинаковое количество у нас будет от начала и до середины. Я буду использовать 2 пары круговых спиц. Одной буду вязать, потом второй буду вязать. Так вот, я закрывала коричневым цветом, сразу петельку перенесла. И вот сразу в первую уже, в ту же самую, вот смотрите, в ту же самую по 2 дужки ввела и вытащила здесь петельку. Далее под каждую дужку захватываю ниточку и набираю петельку. По одной по всему слитку нашему наберем петельки. У меня от начала и до середины получилось 58 петель. Понятно, да? Набираем петли. Я к вам вернусь. Набрали петли. Теперь по изнаночной стороне я буду вязать одну петельку, провязываю лицевой, одну петельку буду снимать. По изнаночной стороне вяжу 1 лицевая, одну снимаю, не провязывая. 1 лицевая, одну снимаю, не провязывая. Лицевая, одну снять, лицевая, одну снять. И так довяжем до конца ряда. Еще непонятно, что получается. Лицевая, одну снять, 1 лицевая, одну снять, лицевая, снять, лицевая, снять, лицевая, снять, последняя изнаночная. По лицевой стороне все петли буду вязать лицевыми. Второй ряд по изнаночной стороне точно так же провяжу 1 лицевая, одну снять. Только над снятой петельку буду провязывать, а над провязанной петельку буду снимать в шахматном порядке. Сейчас вяжем все лицевыми. Все до конца ряда провяжем лицевыми. Закончили, провязали лицевыми по лицевой стороне все петельки. Теперь по изнаночной, как я уже говорила, смотрите, вот она снятая петелька. Над снятой петелькой мы петельку будем провязывать. Над провязанной петелькой, та, которая у нас провязанная, мы петельку будем снимать. Точно так же одну снимаем, одну провязываем. Так, что у меня здесь? Провязываем. 2 ряда провяжу со снятыми петлями. Потом буду вязать изнаночными все. Провязала, сняла, провязала, сняла. Одну провязала, одну сняла. Вот так иду до конца ряда. Так, следующий ряд. Все петли теперь я буду вязать изнаночными. Смотрите, что я буду делать. Вот дальше все я буду вязать изнаночными. Сколько-то у меня получилось? 1, 2, 3, 4 и здесь 5. 5 зубчиков изнаночными петлями я провяжу. Ой, спасите сюда. Так, высоту это будет 2,5 сантиметра. Чуть-чуть больше, 2,7 вот так вот. Уже до миллиметров измерять не буду. Теперь что дальше делаем?
Провяжем все это платочной вязкой. Я буду вязать изнаночными петлями. И потом перейдем к подошве. Все, далее я буду вязать изнаночными. Все до конца вяжем изнаночными. И по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Весь этот бортик, высоту провяжу изнаночными. Вот так вот должно получаться. Ну, у меня так получилось. Что еще хотела сказать, вот когда, когда вы вот набираете вот здесь вот петли все на мыске, вот угловые петельки не пропускайте. Если вы пропустите и наберете, вот у нас было 13, если вы наберете меньше петель, допустим, пропустили одну, то у вас здесь мысок затянет, и он будет сразу вот так вот под низ заворачиваться. А он должен вот так вот выкладываться, вот хорошо так ложиться. Поэтому под каждую дужку петельки не пропускайте. Особенно это вот что касается мыска. Так, довязываем, значит, нашу вот эту вот высоту. Я к вам вернусь. И что мы сделаем? И перейдем к подошве потом. Все, дальше просто тапочки, как говорят, за 2 часа. Ну, за 2 часа я их не свяжу, а за день можно. Так, вяжем. Закончила я обвязывать следок наш. Вот такое вот дело получилось. Закончила изнаночным рядом. Нить обрезала. Теперь находим средние 13 петель. На 13 петлях я буду начинать вязать подошву. Подвязала ниточку. Так. Всю подошву провяжу платочной вязкой. Первый ряд провязываю все лицевыми. Все 13 петель провяжу лицевыми. Так, вот у нас 13-я петелька. Мы ее будем соединять. Так что не все провяжу лицевыми, не так сказала. 13-ю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провяжу изнаночные. Так, перевернули. Теперь по изнаночной стороне. Первую сняла. Делаю одну добавку. Вяжем до конца лицевыми. И одну добавку сделаю в конце ряда. Будет у меня 15 петель. Потом сделаю еще 2 добавки, расширю до 17. Если вам 15 петель будет достаточно, оставьте 15. Я сделаю 17. Так, довязываю до конца. Так, последняя петелька. Аккуратненько спицу переведу. Две вместе провяжу лицевой. Так, теперь лицевая сторона. Все буду вязать лицевыми. И еще раз по изнанке сделаю по прибавке. Все вяжем лицевыми. Последние 2 петельки соединяем изнаночной петлей в конце ряда. А по изнаночной стороне 2 петельки буду соединять лицевой петлей. Так что у нас здесь наша вот прибавка.
крайние 2 петельки, последняя петелька с подошвы и петелька с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Все, так будем вязать всю подошву. Так, что дальше? Еще по одной добавке сделала, и все. Дальше добавлять больше ничего не буду. Одну в начале и одну в конце. Провяжу полностью, пока не закончится не все петли. Останется у меня 5 петелек на спице. Вот здесь в конце 5 петелек останется. Я к вам вернусь и подошву будем немножечко сокращать. А потом перейдем к пятке. Перед началом пятой немножко подошву сократить нужно будет, потому что 17 петель на пятку это будет много. Так. И последняя. 2 вместе лицевой. Все, вот заворачивается это все. Так, сейчас вяжем подошву. Сейчас посмотрю, что она у меня тут в сантиметрах получилось, чтобы легче было ориентироваться вам. Смотрите, в сантиметрах она у меня 5 сантиметров. Заканчиваем вязать подошву. У меня на спицах осталось вот 5 петель. Теперь я немножечко здесь до 11 петель сокращать буду сейчас. Значит, так, первую петельку снимаю. Следующие 2 провяжу вместе. И точно так же сделаю в конце ряда. По изнаночной стороне все провяжу лицевыми. Так, 2 вместе провязала. До конца ряда вяжу все лицевыми. Осталось 3 петли. 2 петельки провязываю вместе. Последнюю закрываем изнаночной, так как мы вязали всю подошву. Что-то тут перекрутилось. Перешли на изнаночную сторону. Здесь без сокращений все вяжу лицевыми. И опять по изнанке по 2 петельки буду вместе провязывать. Так убавлю петли и перейду на пятую. Перешли на лицевую. Точно так же первую снимаю. 2 вместе. Там последний ряд у нас останется. Мы его просто лицевой провяжем. Все, 2 вместе. И также в конце 2 вместе. Значит, убавляем петли. Я убавила петли, у меня 11 петель осталось, значит, на одной спице 1 петелька, и на этой спице осталось 2. Один ряд провязала лицевой, возвращаюсь по изнаночной стороне. Вот эти вот 2 петельки сейчас сразу, которые остались, провяжу их вместе, закрою. А потом вернемся на эту сторону и эту 1 петельку закроем. Чтобы вот здесь 5-я, она платочкой, чтобы она не была сильно длинная. Поэтому эти 2 петельки можно закрыть вместе. Так, теперь перевернули. И вот с этой боковой стороны наберем петли. Под каждую дужку захватываю. Я на эту же спицу наберу. Набираем петельки. 1, 2, 3. Это у нас будет боковая часть пятки. 4, 5. Если получится сильно много, потом, когда будем вязать 5-ю, пару рядов, можно будет по 2 просто их провязать.
Тоже ничего страшного. Так, и вот здесь вот 2 дужки. Так, идем до конца, наберем и обратно вернусь изнаночными петельками, провяжу это все. Серединку провяжу лицевыми платочкой и точно так же наберу с той стороны, по изнанке провяжу лицевыми и потом уже буду соединять, пятку вязать, соединять. Так, набираем до конца петли и возвращаемся изнаночными. Так, провязала средние, набрала, провязала изнаночными, петли подошвы провязала, как мы их вязали, лицевыми, боковые 2 соединяю, последние изнаночные, и точно так же сейчас этот узелок завязать, тут нить была обрезанная, и точно так же набираю с этой стороны по 2 дужки, набираю по изнанке, возвращаюсь лицевыми, и на средних 11 петлях буду продолжать вязать пятую. Так, набираем точно так же и провяжем лицевыми. Пятку закрываем точно так же, как подошву. Крайние петли с боковых спиц и средние крайние соединяем по 2 вместе. Провязываем по 2 вместе, точно так же, как по подошве. Все. Набрали петли по этой стороне, провязали все лицевыми, изнанкой получается, и здесь у нас изнаночными получились. Теперь перешли на подошву, так же само провязываем все лицевыми, 11 петель, провязываем по подошве лицевыми, последнюю петельку 11 перебрасываю на спицу и 2 вместе провязываю лицевой. Все, дальше вяжем на 11 петлях, закрываем подошву. Первую снимаю, все остальные до предпоследней провязываю лицевыми. Так, закроем полностью всю подошву, дойдем до последней петельки, закроем петли, потом, как всегда, я наберу петли и сделаю обвязку тапочка. Так, что у нас здесь последняя? Вот она, петелька. Переносим ее на спицу. 2 вместе. Изнаночные. Так, что у нас здесь выходит? Вот так вот мы закрыли, сократили. Все, перевернули. Дальше можно на 2 спицах вязать. Только просчитывать, чтобы нигде ничего не потерять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 провязываю вместе. Если ножка небольшая и вам это будет широко, вот этот вот проем, можно и 9 петель оставить. Все, перешли на лицевую сторону и продолжаем. Провяжем, сократим все петли до последней, закроем петли. Я вернусь к вам и обвяжем тапочек. Закончила вязать пятую. Закрыли петли. Такая вот пятка получилась. Теперь крючком наберу петли. На спице номер 2,5 наберу петельки. У меня будет 60 петель. По 2 дужки, точно так же, по одной наберу на 4 спицы петли. Можно и на круговые спицы набирать, но мне ими вязать не очень удобно здесь, поэтому я буду вязать на 5 спицах. Значит, наберу 60 петель, провяжу 2 ряда по кругу изнаночными петлями. Смотрите. 2 ряда я провязала изнаночными. Далее все буду вязать лицевыми.
11 рядов я провяжу лицевыми петлями. Внутреннюю часть можно сделать контрастным цветом белым. И потом это дело вот примонтирую. Вот такой вот. Сантиметра 3 в высоту получается. Значит, сейчас набираю петли. 2 ряда изнаночными, как я сказала. Остальные все лицевыми. Провяжем, вывернем наизнанку и привяжем по одной петельке. Все это примонтируем. Так, набираем. Если петель получится, может быть, у вас много для вас, то тогда, когда ну вот будем провязывать изнаночными, равномерно по 2 петельки провязать вместе будет. Можно будет. Так, все, набираем петли и вяжем. Так, провязала я нужную мне высоту. У меня получилось 3,5 сантиметра. Сейчас посмотрим. От нуля, почти 3,5, да. Выворачиваем это все наизнанку. Теперь будем сейчас это все перемонтируем. Я уже половину привязала. Теперь снимаю петельку со спицы, подхватываю. Вот у нас проходят изнаночные петельки. Это петелька первого наборного ряда. Когда мы петли только набирали по всему следочку, подхватываем под эту петельку, захватываю ниточку и эти петельки протягиваю ниточку, провязываю все вместе. Опять сняла. Вот она подхватила и провязала. Так вот косичка образовывается у меня. Все примонтирую, привяжу каждую петельку. И все, на этом будет все. По одной в конце ниточку закрепим. Хвостики спрячем под вот эту вот бейку образовавшуюся. Протянула, протянула. Еще раз. Ввела, подхватила через одну и через вторую. Все, по одной заканчиваем. Вот такое вот дело у нас получится. Все, всем спасибо за просмотры, за подписки. На этом сегодня все, девочки. Всем всего хорошего, мира и добра. Пока-пока, увидимся.